Всем привет! С вами Алекс Моторный. Осень в Харькове в этом году действительно особенная. Несмотря на тревоги и непростые времена, город не теряет настроения и тепла. В парке «Зеленый гай» и саду имени Шевченко появились новые осенние инсталляции фотозоны. Композиции из листьев, тыкв и цветов. Люди приходят туда, чтобы просто прогуляться, сделать фото, отвлечься от новостей и почувствовать, что жизнь продолжается. Но за этой уютной картинкой стоят и совсем другие харьковские реалии. Холодные квартиры, рост цен, перебои с электричеством и постоянные сигналы тревоги. Давайте разберемся, как сегодня живет Харьков и с какими вызовами сталкиваются его жители. 28 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте отопительного сезона. В тот же вечер в Харькове начали подавать тепло. Хотя еще неделю назад говорили, что батареи потеплеют не раньше ноября. В некоторых квартирах температура воздуха едва дотягивала до плюс 14 градусов. Данная сейчас такая в большинстве квартир харьковчан. Люди жаловались, что на улице теплее, чем дома. Город решил не ждать холодов и начал подключение. Правда, сначала больницы, роддома, школы, а затем только жилые дома. Харьковтеплосети предупреждают, система должна разогнаться, поэтому тепло появится у всех не сразу. На это нужно до 7 дней. Главное испытание впереди – возможные обстрелы энергетических объектов. В прошлом году систему отопления приходилось перезапускать 8 раз. В Харькове продолжаются как подключения к теплоснабжению, так и плановые и аварийные отключения электроэнергии. Многие харьковчане замечают, что при тревоге сначала звучит сирена, а только потом сообщают тип угрозы. Директор департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких объясняет, постановление Кабмина требует, чтобы сирена длилась не менее 3 минут. Это закон. Сначала звучит сигнал «Внимание всем», а уже после сообщения, что именно приближаются ракеты, дроны или авиационные бомбы. Актуальную информацию можно сразу проверить в приложении «Воздушная тревога». Там обновление появляется мгновенно. Интересную информацию прочитал в сервисе Open Data Bot, касающейся украинских пенсий. Так вот, согласно ресурсу Open Data Bot, средняя пенсия в Украине на начало октября 6436 гривен. В Харьковской области чуть выше 6449 гривен. В Киеве пенсионеры получают почти 9000, а в западных регионах около 5000. При этом треть украинцев живет на 3340 гривен в месяц. Для сравнения, средняя пенсия в Польше или Чехии около 800 евро, у нас меньше 160. Экономисты отмечают, что украинцы тратят до половины своих доходов на еду. В Европе этот показатель вдвое ниже. Что касается цены на продукты, то что-то дорожает, а что-то дешевеет. Производители говорят о беспрецедентных трудностях. Неурожай, нехватка работников, перебой с электричеством и болезни скота. Все это напрямую влияет на цены. Подсолнечное масло может подорожать до 100 гривен за литр,
Молочные продукты плюс 22% за год. Говядина уже почти 400 гривен за килограмм. Свинина подорожала почти вдвое. Яйца дорожают ежедневно, ведь птицефабрики работают на генераторах. Но есть и хорошие новости. Так называемый борщевой набор подешевел почти вдвое. Картошка по 15 гривен, капуста и морковь примерно столько же. Даже яблоки, которые в прошлом году били ценовые рекорды, сейчас стоят 35-45 гривен за килограмм. Приготовить борщ этой осенью можно на 10-15 гривен дешевле, чем год назад. И это, пожалуй, один из немногих позитивных экономических сигналов. В сети показали, как сегодня выглядит сосновый лес на Салтовке возле каравана. В Харькове продолжается капитальный ремонт участка Лопанской набережной длиной около 430 метров. Работы предусматривают полную замену металлического ограждения, установку новых столбов и монтаж современной системы электроснабжения. Эта часть набережной станет пешеходной зоной, пространством для прогулок и отдыха у воды. Как пояснил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в комментарии для издания «Люк», старые деревья на этом участке были больными, поэтому их пришлось убрать. На их месте высадят новые. Правда, последние фото и видео показывают проект реконструкции, который отличается от фактического вида работ. Несмотря на все трудности, Харьков живет, работает и не теряет оптимизма. Главное не терять человечность и помнить, что каждое тепло не только в батареях, но и в наших сердцах. Вашему вниманию еще несколько фото города Харькова. Поддержите видео лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Алекс Моторный. Говорим просто о главном в нашем любимом городе. До новых встреч на канале.